Привет! Меня зовут Светлана, и вы на моем вышивально-развлекательно-познавательно-болтологическом и не только канале «Свет вышивки». Сегодня 19 июня 2021 года, и у нас в программе. В самом начале я представлю вам отчет о проделанной вышивальной работе, которая пройдет под знаком «Еще не финиш». Затем мы по традиции уже сложившейся совершим, как обычно, прогулки по Средневековью. Сегодня хочу представить вашему вниманию одну из самых чудовищных страниц в истории Средневековья, посвященной эпидемии черной чумы, которая унесла треть населения Европы. Открою эту страницу с представления вас чумных врачей, масок, как они выглядели и почему выглядели именно так. Затем перейдем непосредственно к пандемии. История появления, распространения чумы, методы борьбы. Также я познакомлю вас с одесситом, который спас мир от чумы. А также мы узнаем, почему козел являлся помощником в борьбе с чумой. В общем, оставайтесь со мной до конца видео. Вы все узнаете. Ну а сейчас непосредственно переходим к отчету. Вышито почти 97% общей площади картины. Вот так остался у нас кусочек. Сейчас я сосредоточусь, попробую замереть, чтобы сфокусировать, чтобы все было видно и понятно. Сейчас приближу. Так, в крестиках это почти 124 тысячи. И за прошедшую неделю я осилила около 7 тысяч, чуть больше. 7250, вот где-то так, крестиков. Я вышиваю крестиком на 16-й канве, сложением в 2 нити. Картину «Винодел» по схеме дизайнера Химера, вот, которая разработала схему по картине Эрнста Новака одноименной «Винодел». Размер в стежках 320 на 400. Вышиваю нитками ДМС. Получилось немного больше в этот раз, потому что в конце больше пошло цвета одного. Я, конечно, не очень люблю это дело, скучновато мне, но зато быстро. В общем, как всегда, во всем есть свои плюсы и свои минусы. Надо меньше обращать внимание на минусы и больше на плюсы. Так, ну что хотелось бы сказать. В общем, мне нравится. Только вот ключи, вот если вы обратите внимание, связка ключей от винных погребов. Я считаю, что это тоже очень знаковый элемент картины. Конечно, мне бы хотелось, чтобы они выглядели четче, более проработаны были. Ну, я не знаю, может, я капризничаю, конечно. Можете написать в комментариях свое видение. Мне будет интересно. Ну, понятно, вот так это будет видеть. Девочки, картину полностью не разворачиваю, ибо потом мне проблематично будет все это свернуть восвояси. Если ближе подойти, ключики совсем размываются, конечно. Ну, вот так вот. Да.
Ну ничего, одежда мне нравится, как проработана. Даже вот, кажется, я сейчас прикоснусь рукой и вот почувствую, какое оно мягкое, приятное на ощупь. Бородушка его. Ну вот ключики, конечно, мне бы хотелось, чтобы они были более проработаны, но маемо-то еще маемо, как говорится. В общем, устраивает. Да. Вот так. Далее картинка будет, как обычно, тоже по традиции сложившейся, условно статичной. Винодел начнет своей жизнью жить. Но я надеюсь, что вы все будете вышивать. Обратите уже внимание на свои крестики. Если получится, я буду вставлять тематические картинки по мере продвижения повествования, чтобы они соответствовали тому, о чем я буду говорить. Так что берем, друзья, иголочки, вышивку и приступаем. Итак, начнем с маски чумных времен. История появления медицинской, или вернее всего защитной маски, началась в эпоху Средневековья. В середине XIV века в Европе свирепствовала чума. По разным источникам она выкосила от 30 до 60% населения. Чумные доктора носили весьма специфичный зловещий наряд, главным элементом которого, бросающимся в глаза, были носатые маски. Бытовало мнение, что маска с длинным носом, напоминающим клюв, придает врачевателям сходство с древним божеством и отпугивает болезнь. Конечно, это просто красивое предание. А экипировались чумные медики исключительно с практической целью. Во-первых, длинный клюв мешал близко наклоняться к больному. Во-вторых, его полость заполнялась пряными лекарственными травами с сильным интенсивным ароматом. Они выполняли сразу две задачи: смягчали ужасный чумной смрад и защищали доктора от чумной палочки. Для защиты в нос маски также помещалась пропитанная уксусом ткань и чеснок. Последние лекари еще и жевали тоже в профилактических целях, что вкупе с ужасным чумным ароматом создавало дуэт сомнительной приятности. Для защиты от него в нос и уши врачеватели помещали пропитанные ладаном губки. Для дыхания в клюве проделывали специальные отверстия, а для защиты глаз использовались стеклянные вставки. Чумные доктора носили носатые маски, а еще использовали специальную одежду из плотной материи, чтобы исключить возможный контакт с больными. Нередко ее пропитывали смесью воска, масла и камфоры. Дополнительная защита тела в определенной степени защищала от укусов блох, которые были переносчиками этой болезни, и передачи возбудителей воздушно-капельным путем. О последнем в те времена, естественно, не знали. Завершающим штрихом костюма лекаря была кожаная шляпа, под которую надевался капюшон с пелериной. Такая конструкция позволяла закрыть кожу между одеждой и маской. Все, чумного доктора мы одели. Теперь переходим к повествованию об одной из самых, как я уже упоминала ранее, чудовищных страниц в истории Средневековья. Чума. Для средневекового города характерно было весьма антисанитарное состояние. На узких улицах было достаточно душно. Они чаще всего были немощными, поэтому в жаркую сухую погоду в городе было очень пыльно.
В ненастную, наоборот, грязно, и по улицам тогда с трудом проезжали повозки и пробирались прохожие. В населенных пунктах нет водостока для сбрасывания нечистот. Воду добывают из колодцев и непроточных источников, в которые часто попадает зараза. Дезинфицирующие средства пока неизвестны. Из-за отсутствия санитарии роженицы часто не выживают после сложных родов, а многие младенцы умирают в первый же год жизни. По причине скученности городского населения, множества нищих и прочего бесприютного и беспризорного люда, отсутствие больниц и какого-либо регулярного санитарного надзора, средневековые города были постоянно рассадниками всяких эпидемий. Итак, чума. Черная смерть. Чума – грозное моровое поветрие. Только произнесите эти слова даже вполголоса, шепотом, и сразу почувствуйте, как что-то сжимается внутри, мурашки скользят по коже и хочется бежать, как от чумы. Ни одна из войн не уносила столько человеческих жизней, сколько это сделали эпидемии черной смерти. Чума – слово, давно ставшее нарицательным. Мы знаем коричневая чума о фашизме, чума 20 века о СПИДе и так далее. Середина прошлого тысячелетия среди прочих грозных событий мировой истории была ознаменована страшной пандемией черной смерти 1348-1350 годов. На Западе и на Востоке в бездонную пасть ее оказались втянутыми целые народы. Люди, незнакомые и не похожие друг на друга, были во все стороны света извергнуты взрывом этой всемирной беды. Люди бежали от смерти и строили новые города, создавали общины, начинали жить заново. Чума – самая распространенная в средние века и наиболее опасная из заразных болезней. Черная смерть имела значительные демографические, социальные, экономические, религиозные и культурные последствия. Пожалуй, именно этой страшной болезни, буквально опустошившей Европу в средние века, люди до сих пор опасаются на уровне подсознания. Историческая память дает о себе знать. А теперь представьте себе XIV и XV века и тот ужас, который появлялся на лицах людей лишь только при одном слове – чума. В истории человечества опустошительные визиты черной смерти оставили в памяти людей представление об этой болезни как о страшном бедствии, превосходящем по нанесенному ущербу губительной для цивилизаций прошлого последствия малярии или эпидемии сыпного тифа, косившего целые армии. Один из самых удивительных фактов в истории эпидемии чумы – это возобновление их на огромных территориях после столетий относительного благополучия. 3 самых страшных пандемии чумы разделены периодами в 800 и 500 лет. Это чума VI века, чума Юстиниана в 540-558 годах, черная смерть XIV века, собственно, позднее Средневековье, и чума XIX века. Пандемия – это не просто большая эпидемия. Это явление качественно иного порядка. На уровне субъективного восприятия каждая новая пандемия выглядит так, как будто она учит неудачи предыдущей и хотя бы на шаг опережает возможности науки данного исторического периода. Опустошившие Европу и Азию в средние века чума и оспа не могли быть остановлены средствами, которыми располагала медицина того времени. Более известной является так называемая Юстинианова чума.
Первая огромная пандемия, вошедшая в летописи, имела место в период царствования Юстиниана в 540-558 годах. Возникла она у Восточной Римской империи и охватила весь Ближний Восток. От этой эпидемии погибло более 20 миллионов человек. Вторая крупнейшая пандемия, получившая название «Черная смерть», прокатилась по всему миру в XIV веке. Она унесла по разным оценкам от трети до 2/3 населения Европы и привела к изменениям в духовной, социальной и экономической сферах жизни общества. Это было одно из самых страшных событий в средневековой истории человечества. Болезнь получила название черной смерти из-за черных бубонов, появлявшихся на теле больного. Пандемия охватила Европу в период 1346-1351 годов и затем повторялась каждые несколько лет уже с меньшей интенсивностью в разных частях Европы на протяжении 3 столетий. Черная смерть в течение каких-то 2-3 лет поразила всю Европу вплоть до таких ее отдельных уголков, как Норвегия, и даже добралась до Гренландии. Считают, что за 1348-1351 годы чума уничтожила треть населения стран, лежащих между Исландией и Индией. Вдуматься только, треть населения. По имеющимся данным, за эти годы от чумы погибло около 20 миллионов человек только в Западной Европе. В разгар эпидемии в Вене ежедневно умирали 500-800 человек, а в иные дни эта цифра доходила до 1200. В Италии потери были еще больше, там вымерла почти половина населения. В Венеции даже 3/4, во Флоренции 2/3. Очаг черной смерти, пришедший в Европу, вспыхнул в глубинах Азии в 1320 году. После того, как в VI веке Европа уже столкнулась с чумой, страшное бедствие как будто погрузилось в сон на 7 столетий. С VI по XIV век бубонная чума вообще не проявлялась. Этот перерыв весьма загадочен. Жизнь людей Средневековья не стала комфортнее, сытнее или гигиеничнее. А чумная палочка, между прочим, в естественных условиях, без живых носителей, достаточно быстро погибает. Почему же именно средние века в Европе – это века стихийных эпидемий, века ураганной по своей силе черной смерти? Заслуживает внимания климатическое объяснение затишья чумы. По версии ряда исследователей, климат на Земле стал прохладнее именно в XIV веке. Европейская погода в годы, предшествовавшие вспышкам эпидемии чумы, была неустойчивой и изобиловала стихийными бедствиями, бурями и наводнениями. И этот небольшой ледниковый, так сказать, период мог стать для болезни катализатором. Хронисты свидетельствуют, что особенно много людей в городах умирало в зимние дни, когда со стороны речных или морских портов дул теплый ветер. После такого ветерка с улиц собирали груды мертвецов. Разумеется, мартусы, работники кладбищ, были просто не в состоянии по-христиански похоронить такое количество умерших. Тела сбрасывали в огромные ямы, вырытые за чертой городских стен, и лишь слегка присыпали землей. Эпидемия, что характерно, не ограничивалась каким-то одним регионом. Она возникла в Азии, где резко похолодало именно в начале XIV века. Например, в Китае население уменьшилось со 125 до 90 миллионов человек. И, наконец, чума пришла в Европу.
Черная смерть шла с востока неторопливо, двигаясь со скоростью караванов и парусных судов. Сегодня, кстати, возможно распространение и со стремительностью Боинга 767. По всей видимости, чума была занесена в Западную Европу через Северную Африку из Восточной Азии. Она распространялась по западному миру на протяжении 3 лет. Чума концентрировалась около торговых путей. Ближний Восток, Западное Средиземноморье, потом Северная Европа и, наконец, Русь. Развитие чумы очень четко иллюстрирует географию средневековой торговли. Вначале поражались порты, затем города и сельские местности. Путь чумы – это путь торговых караванов. Вместе с ними она шла на запад. К 1345 году чума бушевала в низовьях Волги. К 1346 она достигла Кавказа и Крыма. В 1347 году войско хана Джанибека, воевавшего в киргизских степях, осадило генуэзскую колонию Кафу, современная Феодосия, в Крыму. Он пришел под Кафу со своим войском, вооруженным китайскими камнеметательными машинами. Но чума, уже вовсю гуляющая по Золотой Орде и Руси, проникла в ряды осаждающих Кафу лучников хана Джанибека и разбила свой лагерь смерти в его военном лагере. И, как пишет свидетель событий, чума напала на ханские войска, собранные под Кафой, и уносила тысячи жертв. Осаждающие, наверное, впервые в военной истории сознательно воспользовались тактикой применения бактериологического оружия. В надежде вызвать эпидемию среди осажденных и таким образом принудить их сдаться, татары с помощью своих осадных машин бросали зачумленные трупы через стены. Осажденные подбирали эти трупы и бросали их в море. Так чума не замедлила проникнуть в город. Заболели и осажденные. Но, несмотря на все это, защитники не сдались и не согласились на капитуляцию. Таково было начало черной чумы, опустошившей Европу. Злосчастное последствие торговых сношений Запада с Востоком. На Кипр чумной мор пришел поздним летом 1347 года. В октябре того же года зараза проникла в Генуэзский флот, стоявший в Мессине. В том же 1347 году смерть уже царила в Константинополе, в Греции, в Далмации. Весной 1348 года она уже в Париже. Летом страшного 1348 черный саван накрыл большую часть Франции и Испании, а осенью чума добралась и до Англии с Ирландией. Там, по свидетельству летописца, из-за чумы обезлюдили целые деревни и города, замки и рынки, так что трудно было найти в них живого человека. Зараза была такой сильной, что тот, кто коснулся больного или мертвого, скоро и сам захватывался болезнью и умирал. Одновременно хоронили исповедавшихся и исповедников. Страх смерти удерживал людей от любви к ближнему и от исполнения последнего долга перед усопшими. Двигаясь по Рейну, по торговым путям, чума достигла Германии. Это значит, что она была и в Швейцарии с Австрией. Эпидемия также бушевала в Бургундии и в королевстве Чешском. К осени 1348 года ежедневно умирали тысячи человек. Этот год был наиболее страшным из всех годов чумы. В 1346-1348 годах в Западной Европе черная смерть унесла жизни более чем трети населения. Скандинавия подверглась удару черной смерти в 1349 году. Страны Восточной Европы ощутили ее только в 1350. К концу
1350 года заболели 2/3 европейцев, половина из которых, около 20 миллионов человек, умерли. Русь была поражена черной смертью в 1351 году. Здесь Черный мор особенно свирепствовал в Смоленске, Пскове, Новгороде, Рязани, Коломне, Переславле и Москве. По свидетельству Никоновской летописи, в Смоленске после чумы остались живых лишь 10 человек. Чума, вероятно, из того же источника поразила Китай в 1380 году, погубив 13 миллионов человек. Следующие волны эпидемии прокатились по Европе в 1361, 62, 69, 72, 82, 88 годах. Эпидемии локального характера вспыхивали вплоть до XVIII века. Чумная старуха с косой металась по обезлюдевшей Европе, имея совершенно материальных и, главное, вездесущих помощников. Переносчиками страшной болезни были крысы. Представим себе, как крысы организованно покинули свои норы или корабельные трюмы и тронулись в путь. Крысы – это важная деталь, ведь цепочка заражения чумой выглядит так: грызун, паразит блоха, человек. Особенно опасна черная крыса. Крысиные блохи, несущие возбудитель болезни чумные палочки, заражали не только людей, но и домашних животных, почву, зерно, что создавало условия для пандемии. В средневековых городах для крыс были идеальные условия. Распространению чумы активно способствовала антисанитария, царившая в городах. Смрад стоял в воздухе, а улицы утопали в грязи настолько, что в распутицу по ним невозможно было пройти. Именно тогда, как говорят дошедшие до нас летописи, во многих немецких городах появились ходули, так называемая весенняя обувь горожанина, без которых передвигаться по улицам было невозможно. Канализации не было, и все отбросы текли прямо по улицам, как по речному руслу. К тому же во многих местах причиной чумы объявили кошек. Якобы те являются слугами дьявола и заражают людей. Массовое истребление кошек привело к еще большему увеличению численности крыс и, естественно, живущих на них блох. Можно утверждать, что появление чумы в средние века и ее стремительный характер связаны именно с тем, что в это время технические и гигиенические достижения античности, познания людей в области охраны среды своего обитания были практически полностью утрачены. В средневековой Европе простые средства вода и мыло, которое в античном мире было не только придумано, но и широко применялось, были забыты. Вдобавок в окруженных крепостными стенами городах царила необыкновенная скученность. Поэтому нет ничего удивительного, что эпидемии в этих условиях распространялись с ужасающей скоростью. Так что же такое чума и как проявляет себя черная смерть? Обратимся к медицине. Чума – острая природно-очаговая инфекционная болезнь группы карантинных инфекций, протекающая с исключительно тяжелым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, легких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса. Возбудителем ее является чумная палочка, открытая в 1894 году одновременно французом Йерсеном и японцем Китосато и проявляющаяся в двух основных формах – бубонной и легочной. Заболевание характеризуется высокой летальностью.
Смертность при бубонной форме чумы колеблется от 27 до 95%, при легочной почти 100%. В природе чума распространена среди грызунов, от которых передается человеку при укусе инфицированными блохами. Преобладающая форма чумы у человека, бубонная чума, характеризуется воспалением лимфатических узлов, чаще всего паховых. По внешнему виду увеличенные лимфоузлы напоминают бобы, откуда и произошло название болезни. Чума не выбирала между богатыми и бедными, между дворянами и крестьянами. Короли, герцоги, графы, бароны, простые люди становились жертвами черной смерти. Перед ней все были равны. Католическая молитва заклинания «От чумы, голода, войны избавь нас, Господи» перечисляла бедствия, от которых больше всего страдала Западная Европа. Чума, как мы видим, стоит в этом списке на первом месте. Надо думать, средневековое сознание европейца выдвинуло смертоносную болезнь на первый план не только потому, что ее визиты были особенно пагубны, но и по причине бессилия людей перед заразой. Тот факт, что пришедшая в Европу черная смерть унесла, по мнению современников, более трети населения Европы, не мог не оставить след в сознании поколений. Это один из крупнейших переломов в западноевропейской истории. Эпидемия, вспышки которой длились 50 или даже 60 лет, изменила человеческое мировоззрение. Люди увидели не просто смерть. Смертей, публичных казней и пыток тогда хватало. Люди увидели смерть внезапную и неотвратимую, не щадящую ни грешного, ни праведного. Действительно, тотальная эпидемия вызвала разрушение социума. В христианской Европе сменились даже погребальные обряды. Людей умирало так много, что их перестали хоронить в отдельных могилах. Невозможность традиционного захоронения множества умерших в Авиньоне заставила папу Климента VI благословлять тела покойников на погребение в водах Роны. Вместе с тем сжигание умерших от чумы, обычное для античности, практиковалось редко. Воспринимая кладбище как священное место, люди Средневековья не осмеливались устраивать захоронения подальше от городов или обеззараживать чумные могилы известью. Вообще эпидемии чумы с современной точки зрения – это скорее социально-экологические кризисы, причем они не просто привели к значительным потерям народонаселения, которые человечеству, к счастью, удалось пережить. Они оказали значительное влияние на всю историю Средневековья. Появление реформаторских течений в церкви сыграли огромную роль в развитии общественных отношений. Это и крестьянские восстания, восстание от Тайлера и другие, ослабление феодальной зависимости, появление первого рабочего законодательства. В Англии непосредственным поводом к изданию первого статута о труде послужила Великая чума, настолько уменьшив население, что разумная заработная плата была продиктована в законодательно-принудительном порядке, а равным образом были продиктованы и пределы рабочего дня. Знала ли средневековая медицина, как лечить чуму? С чумой боролся и великий Нострадамус, который говорил больным, что необходимо употреблять родниковую воду, как можно больше находиться на свежем воздухе и применять лекарства, которые он делал на основе целебных трав. Нострадамус рьяно воевал с чумой, но свою семью он спасти не смог. Жена и двое его сыновей умерли. В средние века чума практически не лечилась. Действия врача сводились чаще всего к вырезанию или прижиганию чумных бубонов.
Но важен тот факт, что уже в те темные и дремучие времена с чумой все же пытались бороться. Кстати, уже тогда прибегали к дезинфекции вещей, включая и деньги. Для этого широко использовался уксус. Народ, чтобы уберечься от болезни, пользовался как лекарством пахучими травами, в частности базиликом, чесноком, окуривание ладаном. Весьма эффективным средством против заразы считался запах козла, потому что он отпугивал блох, переносчиков чумы. Это было остроумно, хотя и не очень благоуханно. Врачи, конечно же, не скупились на традиционные лекарства и предписывали больным классические средства того времени – кровопускание, клизмы, слабительное и рвотное. То, что заболевшим пускали кровь, вызывали рвоту и прочее, отнюдь не помогало, а, возможно, быстрее убивало несчастных. Встречались и очень экзотические рецепты лечебных средств. Из чешуи рыбы, кожи змеи, печени дрозда, сердца лягушки, шерсти кошки, а также из рога мифического единорога из цветов папоротника. Их терапевтическое воздействие, понятно, было соответствующим. Однако, по наблюдениям современников и исследователей, очень часто единственным радикальным методом противостояния чуме являлось бегство из чумных районов. Именно оно оставалось в эпоху Средневековья самым надежным лекарством, если только люди не запаздывали с его применением. Если бежать было невозможно, одним из наиболее распространенных методов являлось максимальное ограничение общения с окружающими людьми. Немало горожан запирались в домах, избегая контактов и стараясь во всем соблюдать умеренность. С этой целью тогда же в Лондоне отменили сессию парламента и закрыли школы. Чтобы противостоять страшной болезни, как власти, так и отдельные люди пытались принимать все возможные меры. Вывозили нечистоты из городов, распространяли советы медиков, изолировали больных или призывали к самоизоляции здоровых. Быстро избавлялись от трупов, применяли ароматические курения, дезинфекцию. Для очищения воздуха на улицах и в домах даже жгли костры, даже в жару жгли костры. К сожалению, волей обезумевшей толпы в эти костры попадали не только трупы и зараженные предметы, но и еще живые виновники бедствия, их дома и так далее. Действительно эффективно чуму научились лечить только в наши дни с развитием науки. Впервые вакцину против этого страшного заболевания создал в начале XX века Владимир Аронович Хавкин, родившийся в 1860 году в Одессе. Лечение больных чумой в настоящее время сводится к применению антибиотиков, сульфаниламидов и лечебной противочумной сыворотки. Профилактика предусматривает применение специальных карантинных мероприятий в портовых городах, дератизацию – это истребление крыс и прочих грызунов всех судов, которые ходят в международные рейсы, создание специальных противочумных учреждений в степных местностях, где водятся грызуны. Но единичные вспышки заболевания до сих пор встречаются в некоторых странах Азии, Африки и Южной Америки. Почему же черная смерть не убила человечество? Почему оно не вымерло от этой неизлечимой тогда болезни? Скорее всего, потому что включились определенные механизмы биологической регуляции. Эти возбудители просто распознавались иммунной системой большинства индивидуумов, и некоторые переболевшие становились менее восприимчивыми к новому заражению. Вот так, друзья.
Спасибо всем за внимание. Всем мира, здоровья, добра, денег. Пусть их будет достаточно у всех. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, что вы думаете об услышанном, увиденном. Мне будет интересно. Ну а на сегодня пока-пока. До следующих встреч.